Приветствую, друзья! Продолжая наш разговор о новеньких динамических наушниках, хочу заострить ваше внимание на почти революционных Hydis MK12 с огромной 12-мм диафрагмой из чистого магния. В наборе идет неплохой кабель из бескислородной меди, целая куча насадок на любой вкус и 3 набора съемных фильтров для тонкой настройки. Да, прямо как у Tengen Origin и Twistura Wood Note, с которыми мы их, естественно, и сравним. О них сегодня разговор. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой картонной коробке с перечнем из технических характеристик. На ней мы видим, что модель бывает на 3,5 и 4,4 мм джек. В комплекте была документация, простенький мешочек, фильтры и целых 3 набора широких силиконовых амбушюр, прямо как я люблю. Отдельно еще можно докупить фирменные Zi Omnimon, но они уже гораздо уже. Кабель на вид тонковат, он приятный, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил примерно по 0,6 Ома. Пользоваться таким без сомнения можно, но ничего особенного он из себя не представляет. Чашечки по мне так крупноватые, с 2 отверстиями для компенсации, очень легким и при этом полностью металлическим корпусом, съемным звуководом и текстурой щита или панциря на внешней части. Смотрится это интересно, да и сидят они, на удивление, очень удобно. Вот так, друзья, это и выглядит. По измерениям у нас стандартный по всем характеристикам импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,35%, что сверхдостойно. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете рассмотреть самостоятельно на предоставленных мною графиках. На ЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 или 10 дБ в зависимости от фильтра, плавный такой заход на середину, чуть более выраженную область разборчивости, акцентные имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и протяженные, аккуратно затухающие высокие частоты. Разница между фильтрами, как видите, здесь внушительная. Серебряные от золотых практически не отличаются, зато красные кардинально меняют всю стратегию настройки, делая ее ровнее и куда басовитее. Сравнить это можно с Simgot EV300, а в случае красных фильтров даже с T-Audio Hype 4 и жирненькими Yanjin Canon 2. То есть все 3 варианта настройки отличные. По своей четкости, собранности, скорости атак и расположению сцены Hydis MK12 мне очень напомнили вот только рассмотренные нами Twistura Wood Note. Однако при этом у них есть и свойственный для Origin объем, и ощущение пространства, и те самые нотки изысканности. По факту это просто ультимативное решение, если вам нравится разборчивость, высокая динамика и вместе с тем вы любите, когда все звучит не только технично, но и с хорошо выраженной мелодикой, эмоциональностью и вовлечением в материал. Прозрачность у них плюс-минус как у Wood Note, прекрасная артикуляция, прямо дотошная прорисовка нюансов и ценимое большинством меломанов ощущение масштаба. То есть одновременно с крутым микроуровнем у нас здесь есть полноценная макро.
из-за чего я бы поставил МК-12 заметно выше модели Woodnode, примерно на один уровень с популярными Tenjin Origin. Причем напрямую они не конкурируют из-за отсутствия околопленочной мягкости и совсем другого позиционирования сцены. Со стоковым кабелем я бы еще отметил довольно спорный вес у большинства акустических инструментов. Но с переходом на что-то приличное этот пункт закрывается сам собой. Да, у Хайдис есть и вес, и насыщенность, и неплохой тембральный объем, причем одновременно с точностью и натуральностью подачи. Замена фильтров на серебряные делают звук чуть более эмоциональным, поднимая экспрессию и слегка улучшая разборчивость. Приятный теплый флер при этом полностью остается. Если же вы любите ровное, немного басовитое звучание, то вы обязательно оцените настройку с красными фильтрами, где за счет лучшего баланса частот мы получаем более гармоничное, живое и целостное аудиальное полотно вкупе с подробностью и имеющейся у них чуть ли не кристальной чистотой. Гибридным Yanin Canon Pro они, конечно, не ровня, особенно по разрешению и уровню разделения инструментов. Однако в собранности, около аналоговой эстетики и динамической однородности им, на мой взгляд, нет равных. Бас быстрый, с отличной глубиной, неплохо прослеживающимися текстурами и великолепным заполнением пространства. Середину я бы назвал мониторной, но без свойственной той сухости, сдержанности и иных спорных позиций. Тут все хорошо с мелодикой, динамической составляющей, драйвом и согласованностью частот. Да, максимально сбалансированными МК-12 становятся лишь на красных фильтрах, однако с двумя оставшимися комплектами можно прилично так поднять выразительность, разрешение и хлесткость удара. Высокие частоты здесь тоже телесные, комфортные и довольно прозрачные. Перкуссия, а также всякие полезные резонансы не просто дополняют, а по-настоящему украшают аудиальную картину. Причем не внося в нее колкости, агрессии или ненужного подчеркивания сибилитивных призвуков. По стилистике модель, на мой взгляд, всеядна. Слушайте хоть рок, рэп или металл, или, например, нойз, что-то академическое, оркестровое и даже мультиинструментальное. Совсем они справятся и все на 100% раскроют. С подкастами, аудиокнигами и использованием в качестве мониторинга где-нибудь на студии тоже никаких ограничений не вижу. Как и с применением героев обзора для про-уровня игровых сессий. Еще раз подчеркну, у них шикарное позиционирование, контроль и довольно естественная, безо всяких упрощений и украшений, музыкальная атмосфера. Подача тут предельно живая, естественная, неплохо передан масштаб и характер каждого из тембров. И, что еще важнее, абсолютно полноценная сцена и наличие того самого погружения в материал с превосходной мелодикой, выразительностью и эмоциональной частью. Придраться здесь можно лишь к габаритам чашечек, но и этот элемент так грамотно обыграли, что он совершенно не сказывается на удобстве и общем комфорте от их использования. Итогом наушники Хайдис МК-12 интересно смотрятся, шикарно сидят, практически не имеют искажений, с нормальным кабелем, богатейшим набором амбушюр, а также 3 парами реально влияющих на звук сменных фильтров. Настройка, в отличие от конкурентов, может быть смещена или в сторону линейности с подчеркнутым басом, или кривой диффузного поля, по вашему выбору. Но ее всегда можно подредактировать, размещая какой-нибудь пористый материал внутри сменных звуководов.
Звучит же модель с одной стороны чисто, технично и очень подробно, а с другой эмоционально выразительно, собрано и атмосферно, с правильно переданной сценой, экспрессией, глубиной и напором у всех музыкальных инструментов. Это динамические наушники в лучшем смысле этого слова. Я бы поставил их в один ряд с ныне популярными Tension Origin. Причем у нас и атаки четче, и выше разрешения, и интимно так приближена сцена. Для своих $200 это, друзья, ну просто огонь. Очень рекомендую. А на этом у меня все. Это была модель Hydis MK12. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!